Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю картофельные пальчики по-закарпатски, или, как говорят, полюшки, с ароматной зажаркой из сала и лука. Простое, сытное и очень вкусное блюдо из картофеля. Друзья, обязательно пишите в комментариях, как называется такое блюдо у вас, потому что названий у него огромное количество. Тесто получается мягким, воздушным, а зажарка со шкварками дает тот самый домашний вкус, от которого невозможно оторваться. Для рецепта мне понадобится здесь у меня примерно 600 граммов очищенного картофеля. Поставлю его отвариваться. Разрезаю на средние кусочки. Перекладываю картофель в кастрюлю. Заливаю холодной водой и ставлю отвариваться. Картофель сейчас я не солю. Подготовлю зажарку. У меня вот такой кусочек грудинки копченой. Также можно использовать и любое сало, какое вы хотите. Можно брать просто соленое сало, копченое сало, какое вам больше нравится. Нарезаю вот такими кусочками. И также сразу средними кубиками порежу крупную луковицу. Я люблю, когда зажарки много. Поставила разогреваться сковородку. Наливаю небольшое количество растительного масла. Если вы жарите сырое сало или просто соленое сало, тогда можно масло вообще не добавлять, вытапливать только сало. У меня вот такой бекон подкопченый, поэтому я добавляю немного масла. Отправляю бекон на сковородку и слегка его обжариваю. Ничего не солю, так как он у меня уже соленый. Пошел сразу такой приятный аромат копченого бекончика, вообще класс. Получится такое блюдо ароматное, как будто приготовленное на костре с дымком. Когда бекон начал отдавать свой жир, я добавляю в сковородку лук. И обжариваю до золотистого цвета. Лук с беконом обжарились. Сковородку снимаю с плиты. Картофель отварился. Сливаю воду. И после того, как слили воду, верните кастрюлю еще на плиту, чтобы выпарить всю лишнюю влагу. Буквально прогрейте картофель еще 1 минуту. При помощи толкушки делаем картофельное пюре. У меня вот такая электрическая толкушка. И пюре поэтому я могу сделать очень быстро. Друзья, но ни в коем случае не используйте для приготовления пюре блендер, чтобы не получилась такая клейкая масса. Иначе вы просто не сможете сделать из этого картофеля тесто. Оно все время будет плыть. Просто хорошо разомните толкушкой. У меня получилось вот такое очень нежное картофельное пюре. Перекладываю его в миску. Так оно будет быстрее остывать. Так как готовить картофельное тесто надо из уже остывшего картофеля. Кстати, вполне для рецепта подойдет и вчерашнее картофельное пюре. Так как картофель я предварительно не солила, когда отваривала, сейчас добавляю в него соль. И также можно добавить любые специи по вашему вкусу. Я добавлю только сушеный чеснок. И теперь хорошо все перемешиваю. И как видите, я взяла специально такую большую миску, чтобы картофель можно было как бы размазывать по миске, чтобы он быстрее остывал. И обязательно, конечно, попробуйте на вкус. Пюре у меня уже полностью остыло. Оно такое еле-еле тепленькое. Теперь я сюда добавляю 1 яйцо, перемешиваю. И постепенно всыпаю муку. Мука у меня уже просеянная. Муки для рецепта может понадобиться больше или меньше, в зависимости от влажности картофеля. Перемешиваю. Я сначала все это делаю лопаткой. Добавляю еще муку. Лопатку убираю. Дальше тесто я буду домешивать руками, чтобы почувствовать его консистенцию. Оно не должно быть липким, очень нежным, но вместе с тем не прилипающим. Тесто у меня собралось в один ком.
И я немного его еще подмешу на столе. Стол я также присыпаю мукой. И, кстати, я рекомендую периодически мыть руки. Тогда тесто не будет так прилипать. Это один такой небольшой секрет, когда работаете с липким тестом. И вот так немного его еще вымешиваю. В итоге должно получиться вот такое очень нежное, мягкое тесто. Но, как видите, оно совершенно не прилипает к рукам. Всего я брала 200 граммов муки вместе с подпылом. Вот видите, сколько муки у меня осталось. Я сейчас ее взвешу и скажу точно, сколько муки я добавляла в тесто. У меня осталось ровно 50 граммов. То есть в тесто я добавила 150 граммов муки. Сейчас мое тесто я разделю на две части. Так удобнее будет работать. Одну часть откладываю, вторую раскатываю вот в такой валик. Стол еще подпыляю мукой, чтобы ничего не прилипало. И делю валик теста на кусочки, в зависимости от того, какого размера пальчики или полюшки вы хотите сделать. И теперь я беру кусочек теста и вот таким образом скатываю его в руках. Получается вот такой пальчик. Отсюда и название этого блюда. Картофельные пальчики или полюшки. И, конечно, таким образом я формирую все пальчики. Я не рекомендую их делать слишком длинными, чтобы не сломались. Вот если пальчик сильно длинный получается, можно обрезать. Звучит, конечно, интересно. Обрезать пальчик. Обязательно немного в муку, чтобы ничего не прилипало. Ну и таким образом, конечно, формирую все полюшки. Пишите, как такие картофельные пальчики называют у вас. Я сразу перекладываю на доску, присыпанную мукой, и буду формировать из следующего куска теста, так как все варится очень быстро. Рекомендую работать с этим тестом сразу, не оставляйте его полежать. У меня уже вот так хорошо кипит вода, я ее солю. Обязательно солите воду, тогда изделия из теста не будут разваливаться. Это очень важно, не просто для вкуса. И сразу же отправляю в кастрюлю мои картофельные пальчики. Варятся они очень быстро, буквально после того, как всплыли, варим 1 минуту, не больше. Варю на большом огне, потому что когда вы забрасываете пальчики в воду, конечно, сразу же снижается температура. Ждем, когда пальчики всплывут, и варим не больше минуты, иначе они начнут разваливаться. Вот теперь, когда они уже всплывают, можно сразу огонь сделать тише, чтобы не было большого кипения. Все готово. Достаю пальчики в тарелку. Очень аккуратно, шумовкой. Стараемся, чтобы ничего не сломалось. Они такие нежные. Почему я и говорю, не надо делать пальчики слишком длинными, чтобы они не сломались. Сразу сверху выкладываю часть зажарки. Можно слегка все стряхнуть. Вода у меня снова кипит, и я отправляю вариться вторую партию. Все картофельные пальчики уже готовы. Выкладываю их в тарелку и сверху сразу выкладываю оставшуюся зажарку. Можно слегка присыпать черным перцем и зеленью. Посмотрите, какие эти картофельные пальчики получились нежные, очень ароматные. Обязательно их приготовьте. Если видео вам понравилось, поставьте ему лайк, напишите комментарий, поделитесь в социальных сетях со своими друзьями. И, конечно, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.